Ребят, всем привет! Вы на канале Аля Flight, с вами стюардесса Аля. Сегодня я являюсь действующим бортпроводником одной из лучших авиакомпаний России. И в этом видео мы поговорим о том, из каких же этапов состоит собеседование на вакансию бортпроводник в российских авиакомпаниях. Прежде чем выбрать эту профессию, мой английский, скажем так, был далек от хорошего уровня, поэтому я рассматривала различные варианты авиакомпаний, не зная, в какую же я смогу авиакомпанию пройти. Поэтому сегодня хочу поделиться этой информацией с вами. За основу мы возьмем собеседование авиакомпании Аэрофлот. На мой взгляд, одно из самых сложных, конечно же. И на основе этого я сравню, как проходит собеседование, какие другие отличительные этапы есть у таких авиакомпаний, как Россия, Победа, S7. Зная, как проходит собеседование, вы уже облегчаете себе задачу, вы будете более уверены, будете знать, к чему готовиться, как себя подать, и поэтому, конечно же, так проходить собеседование гораздо легче. Сразу хочу сказать, что начиная где-то с 2019 года, может, с конца 2018 года, формат собеседования поменялся практически у всех авиакомпаний России. То есть, если раньше это было просто личное собеседование, и, как правило, просили перевести одну-две легких фразы, то сейчас все-таки это достаточно много различных этапов, и они некоторые кардинальным образом поменялись. Все это, конечно же, идет с Европы, от арабских авиакомпаний, где, кстати, собеседование проходит в несколько дней. У нас же в России все-таки собеседование в любой авиакомпании длится всего один день. Но тоже стоит быть готовым, то что начать вы можете в 8, в 9 утра, а выйти можете, иногда даже в 5 вечера. То есть действительно много этапов отбора, и поэтому запасайтесь терпением, водичкой и настраивайтесь на длительный процесс. Что касается того, сколько приходит на собеседование, у каждой авиакомпании, конечно же, по-разному, но вполне может прийти в один день человек 60-70, особенно что касается Победы, Аэрофлота, туда действительно проходит очень много людей, этого тоже не стоит пугаться. И процент того, сколько берут, часто спрашивают. В среднем, если авиакомпания берет на постоянной основе, проводит собеседование 2-3 раза в неделю, они, как правило, берут процентов 20-30, кого-то отсеивают по здоровью, татуировки, английский и так далее. Но в среднем процент прохождения такой. Если же авиакомпания открывает набор под какую-то свою конкретную цель, покупается, допустим, новый тип самолета или расширяется отделение, то бывает такое, что действительно берут практически 70%. То есть сказать точно никто не может. По поводу того, когда лучше проходить собеседование, естественно, всем авиакомпаниям требуются бортпроводники, особенно перед летом. То есть конец зимы или же весна – это такое идеальное время, скажем так, потому что зимой все-таки затишье, бортпроводники не так требуются, и процент прохождения, как правило, меньше. Но бывает такое, что авиакомпания просто открывает 1 или 2 раза в год набор. Здесь, естественно, уже эти правила не работают. Кого берут, очень часто, даже я, в моем случае, когда проходила собеседование, я очень пугалась, когда видела, что действующие бортпроводники туда пришли, девушки просто с великолепнейшим знанием английского. Нельзя так оценивать, потому что у всех авиакомпаний свои требования, и очень многим требуются, наоборот, люди новые, то есть сами авиакомпании говорят, что им проще научить молодых сотрудников, которые ничего абсолютно не знают, чем переучивать старых. Поэтому преимуществ, в принципе, нету ни у кого, все идут по одинаковым стандартам, по одинаковым требованиям. Итак, пожалуй, приступим к собеседованию в авиакомпанию Аэрофлот. Начинается все собеседования где-то в 8:30 в 9 утра. Вы приходите, ждете, как правило, ни одна авиакомпания не начинает прям сразу, то есть все равно 10-15 минут вас собирают. И у Аэрофлота это если разделить, это будет где-то 7 этапов собеседования. То есть это будет практически целый день. Первый этап регистрации. Вы приходите, вас проверяют по спискам, вы или не вы, зарегистрированы или нет. Далее вас проводят на 2-3 этаж, дадут время
переобуться, особенно если это, да, зима, ну а также подготовить все необходимые документы. Затем вы выстраиваетесь в очередь и поочередно предоставляете свои документы, их проверяют. И, соответственно, документы вам, когда пригласят на собеседование, напишут на почту, которую нужно будет предоставить. Вам выдают номерок и забирает ваш мобильный телефон. Поэтому, да, кстати, предупредите всех близких и знакомых, что вполне возможно, что с 9 утра и до 5 вечера, если вы пройдете все этапы, вы будете не на связи, потому что ваш мобильный телефон вам вернут только в конце дня. И даже на этапе регистрации некоторые уже отсеиваются. Это в основном касается молодых людей, потому что, допустим, Аэрофлот — это полувоенная организация, и если у вас какие-то проблемы с военником, вас не возьмут. Об этом пишут и заранее предупреждают, но все равно молодые люди приезжают и тратят свое время зря, и потом их отсеивают уже прямо на первом этапе. Далее, после того, как вы прошли регистрацию, здесь, кстати, тоже могут обратить внимание на ваш рост, да, если он очень низкий, то могут измерить дополнительно рост. Или если там вдруг какая-нибудь татуировка. Но после того, как вы успешно прошли регистрацию, начинается второй этап, это тестирование. У всех авиакомпаний проводят тестирование грамматики. У Аэрофлота это тестирование состоит из двух этапов. Первое — это на знание лексики, и второе — на знание уже конкретно грамматики, английского языка, естественно. Первое — на знание лексики вам дается текст, там дается 11 слов, из которых к тексту подходят только 10, и вы должны выбрать и поставить эти слова. Лексика может быть абсолютно разная, то есть этот текст может быть о какой-нибудь принцессе, о статуе свободе, то есть абсолютно любой. Но в целом это уровень, да, там, intermediate, да, никакого там advanced или научной лексики или профессиональной лексики, да, авиационной нет, не будет. Далее вторая часть — это тестирование грамматическое. Я не могу сказать, что это что-то определенное, там, или времена, или артикли. Нет, это в смеси времен, и согласование времен, и фразовые глаголы, и порядок слов предложений, то есть какой-то определенной темы нет. На тест отводится 20 минут, по-моему, да, 20 минут в среднем. У вас будет время идти на экране, поэтому следите за временем, да, чтобы успеть ответить на все вопросы и пройти это тестирование. Авиакомпания не требует, да, чтобы вы там прошли на 80-100%. Достаточно набрать больше половины. По крайней мере, так было раньше. Как сейчас, не знаю, но раньше половину набрал, и ты можешь пройти уже в следующем этапе. Следующим этапом будет, скажем так, разговор за круглым столом. То есть вас заранее разделяют на группы, и вы поочередно заходите в комнату, где круглый стол, и там есть преподаватель английского языка и психолог. Поэтому, да, имейте в виду, что проверяет сразу не только ваш английский, но и то, как вы взаимодействуете с группой, как себя ведете на этой части отбора. Вам зачитывается ситуация, которую вы должны все вместе группой обсудить. Или же дается, допустим, картинка. Ситуации и картинки могут быть абсолютно разными. Да? То есть кому-то попадается обсудить ситуацию, что лучше путешествовать по стране, напрямую знакомиться с культурой страны, или же знакомиться со страной, сидя дома на диване и смотреть там телевизор. Что вы предпочтете? Гулять под дождем в плохую погоду или сидеть дома и там читать книгу, никуда не пойти? Вам, может быть, попасться карточка, где покажут картинку бомжа и обсудить проблемы, которые есть с бомжами, да, допустим, там в Америке. Или вам там картинка Елизаветы II, и что вы знаете о ней, обсудите. То есть абсолютно разные ситуации могут быть. Здесь единственное, что нужно помнить, что ваша задача просто донести свою мысль и мнение. Неважно, правильное оно, неправильное, вы должны говорить, вы должны выразить свою мысль.
Нет задачи как-то показать свой акцент, идеальный английский. Нет, никто от вас не требует уровня advanced, да, там супер разговорного уровня. От вас просто требует того, чтобы вы показали, как вы умеете доносить свою мысль. Пусть это будет уровень intermediate или pre-intermediate, на этом уровне вы можете донести свою мысль. Поэтому не переживайте за произношение, что вы там неправильно поняли и так далее. Вот, после того, как вы обсудили, если вдруг там случается, что все начинают кучей разговаривать, перебивать и так далее, не волнуйтесь, вам все равно в конце дадут возможность высказаться, да, то есть что вы думаете, у вас будет такая возможность. Но ни в коем случае, естественно, не молчите, то есть говорите хоть что-нибудь. После того, как прошло это обсуждение за круглым столом, как правило, нужно прийти к какому-то общему знаменателю, то есть будет человек, который скажет, вот, да, в итоге, в конце концов, мы решили то-то, да, на английском языке. После этого отсеивается часть. После тестирования, вот после первого этапа, не всегда, кстати, отсеивают. Бывает такое, что, ну, все проходят, да, там набирают 50%, и всех практически пропускают ко второму этапу, да, обсуждению за круглым столом. Но бывает и такое, что сразу уже после первого этапа тестирования с некоторыми людьми прощаются. Но после второго этапа это самый большой отсев. Да, то есть, как правило, половину группы, большую часть группы отсеивает, да, кто себя не проявил ни на тестировании, там, ни за круглым столом. Объявляет, кто покинет нас, да, и далее идет фотосессия. Замечательный фотограф, не переживайте, он скажет вам, как стать, как улыбнуться, как надеть пилотку и так далее. Как правило, просят красную помаду, да, и поэтому лучше бы взять ее с собой, строго деловой стиль одежды, пучок, то есть вы должны вот такая уже готовая стюардесса к этому этапу обязательно быть. После того, как вы прошли фотосессию, начинается психологическое тестирование. Это два варианта теста. У всех авиакомпаний не по-разному. В Аэрофлоте это тест скорее на ваши личные качества. То есть задается просто, наверное, больше 100 вопросов. Очень много вопросов. Действительно, ты устаешь. Он не на время, но вопросов очень много. Что ты сделаешь в той или иной ситуации? Что о тебе говорят коллеги? Как ты себя позиционируешь? И так далее. И эти вопросы повторяются в разном виде, да, поэтому лучше не врать, отвечать честно, да, ну, если вы, скажем так, адекватный человек. Вот. После этого тестирования есть тестирование на время, на внимательность и на логику, наверное, бы я так сказала. Вот оно действительно сложное, не все его успевают пройти, но если у вас хороший английский и все остальное, не переживайте, даже если вы не успели пройти. Лично я тоже, допустим, не успела все вопросы пройти, но совет: не надо дочитывать прям супер вопрос до конца, нужно поймать главную суть, связать с вариантами ответа, то есть там действительно надо уметь действовать очень быстро. После того, как вы прошли этап психологического тестирования, наконец-то вам дают перерыв, телефоны вам не дают, поэтому, да, вы просто идете, попьете водички, покушаете, немножко выдохните, что вот, все, наконец-то основные этапы пройдены. И после этого, это у нас уже какой будет, получается, этап? То есть мы прошли регистрацию, тестирование, беседа за круглым столом, фотосессия, психологическое тестирование. И вот шестой этап, предпоследний, да, это будет, соответственно, скажем так, презентация компании, вашей будущей профессии и так далее. То есть к вам подойдет сначала куратор, который, да, расскажет вам о особенностях работы, о том, какая вас ожидает стипендия, плюс-минус какая, да, там зарплата будет, да, первое время, потом, как вас будут водить на различные типы самолетов. Ну и предупредят сразу же, да, конечно, что эта профессия не о том, чтобы просто попробовать попутешествовать и помечтать. Это действительно серьезная профессия, которая требует очень сильного эмоционального, отдачи эмоциональной, да, скажем так, и моральной, и физической, то есть вас заставят задуматься, действительно, вот это то, что вы хотите, действительно, это то,
что вам сейчас нужно в жизни, и ведут к тому, что вот те, кто просто, ай, да попробую, кто его знает, как там будет, что это не тот вариант, потому что, да, вы будете обязаны контрактором, и если вы разрываете этот контракт, вы заплатите довольно немаленькую сумму денег. Контракт заключается на длительное время, да, у некоторых авиакомпаний на 3 года, у некоторых на 5, поэтому вот так вот просто прийти попробовать поработать там полгодика и уйти, нет, это не получится. Вы должны принять сейчас в жизни очень серьезное решение. Вот в основном ведется все вот к этому, да, чтобы вы действительно задумались и были уверены в своем решении. Потом приходит просто очаровательная женщина, стюардесса Виноградова, одна из самых известных стюардесс России. Она уже в возрасте, но она просто очаровательная во всех своих отношениях, и как профессионал, и как просто женщина, и как человек. Она вот вас воодушевит, она расскажет об этой профессии, как был ее путь. Ну, просто великолепная женщина, она такой вот вам сделает обязательно позитив, пообщается. И после этого, наконец-таки, заключительный 7-й этап, это будет личное собеседование. Здесь тоже все абсолютно по-разному. У каждой авиакомпании, естественно, есть вот это вот личное собеседование, и вопросы задаются абсолютно любые. Как на английском, так и на русском. В моем случае были только на русском вопросы, да, но часто бывает и на английском. И здесь тоже иногда задача просто проверить ваш уровень языка, а иногда готовность вашу к работу, понимание, куда вы пришли, и вашу стрессоустойчивость. Поэтому на этом этапе будьте готовы к каверзным вопросам. Спросить могут все что угодно. Могут даже немножечко обидеть, скажем так. То есть могут там спросить: ой, ты там, не знаю, с Костромы приехала? С глубинки Москву покорять? Думаешь, у тебя получится? То есть там может идти вполне игра хороший, плохой полицейский, потому что здесь помимо преподавателя английского языка с вами будет еще психолог, который как раз-таки будет выводить вас на конфликт, да, возможно, немножечко оскорблять, вполне возможно там. Ты что, пришла замуж за пилота выйти? А что у тебя платье такое странное? И так далее. То есть, ну, любой каверзный вопрос здесь могут вам задать. Вопросы должны относиться к тому, что проверяет вашу стрессоустойчивость, и не более того. Вот. После этого вы просто прощаетесь и ждете ответ на почту, который обычно приходит там 2-3 дня. Но здесь по-разному говорят, девочки, кому-то там и неделю, и 2 недели приходит. И вот на этом собеседование заканчивается, и дальше начинается уже совсем другая история под названием ВЛЭ у всех авиакомпаний. А теперь как отличаются этапы собеседования в других авиакомпаниях? Возьмем, к примеру, Победу. Здесь, ну, естественно, также есть личное собеседование, есть еще обсуждение за круглым столом и с действующим старшим бортпроводником, вам задают тоже различные личные вопросы, да. И есть такой этап, который обычно больше всего вызывает какой-то эмоциональный стресс, волнение и так далее. Это презентовать другого человека перед всей аудиторией. То есть вам дается время, вас делят на группу, да, там, допустим, по 6-8 человек, и говорят, что вот вам дается там, не знаю, сколько-то времени, и вы должны познакомиться с человеком и презентовать его, да. То есть вы можете это делать как на русском, так и на английском языке. Но должны понимать, что, естественно, если вы делаете это на русском языке, то вопросы на английском к вам последуют. Но если вы уж слишком сильно переживаете, да, потому что иногда девочки просто боятся аудитории, потому что, да, очень много людей, вы выходите и вот презентуете, да, можете там на русском языке презентовать, просто потом на английском ответить на некоторые вопросы. Вот. Но все доброжелательно, спокойно, поэтому просто нужно подготовиться, да. Основное это кем работает, какой прошлый там опыт там работы, что там человек представляет там из себя, там дружелюбный, какие его черты характера и так далее. То есть можете заранее продумать, какие вы вопросы можете задать, да, чтобы презентовать человека.
Естественно, ваша задача презентовать хорошо человека, потому что, да, вы будете работать в сфере услуг, коммуникации, поэтому это очень важно, да, позитивный настрой мы его всегда сохраняем. Просто об этом помню, что мы должны красиво и хорошо презентовать человека, если на английском языке вообще будет хорошо. А далее, у авиакомпании Россия, да, они еще не ввели каких-то вот этих вот, скажем так, ролевых игр, круглых столов, презентаций и так далее. У них остается читка, да, на английском языке. То есть, да, здесь ваша задача просто красиво, максимально с интонацией, да, с выражением, попытаться с произношением там английских звуков прочитать текст, да, то есть, ну, постарайтесь, не надо просто протараторить текст, да, однотонно и все, да. Вы все-таки будущая стюардесса, у вас должен быть красивый голос, хорошее произношение и так далее. Просто нужно постараться над чтением текста. И остальные этапы — это, ну, личное собеседование, да. У S7 поинтереснее, они очень любят ролевые игры, да, скажем так, вот арабские авиакомпании, да, у них всегда есть вот эти вот этапы, и вот S7 тоже это очень любит. То есть, допустим, может быть ситуация, вы летите на необитаемый остров, вам нужно взять 3 вещи, и вот обсудите, какие 3 вещи вы с собой сможете взять, да. Или, допустим, все, планета Земля разрушена, у вас осталось там 8 человек, которые будут возрождать жизнь, но вы на космический корабль можете взять только 5 человек, вот вам раздали карточки, каждый человек представляет там кого-то, кто-то там будет беременная женщина, кто-то биолог, кто-то там доктор и так далее, и вот обсудите, кого вы возьмете на корабль, да. То есть здесь тоже надо понимать, что ваша задача просто прийти к общему знаменателю, не более того, не нужно пропихивать как-то свою персону, настаивать или так далее. Вы должны помнить, что вы дружелюбный, позитивный человек, который будет работать в сфере услуг там и коммуникации. Ну и также, естественно, личное собеседование. То есть плюс-минус на самом деле во всех авиакомпаниях собеседование сейчас будет проходить по одному сценарию. То есть это тестирование грамматическое, это личная беседа, да, с членами медкомиссии, и это взаимодействие в группах, ролевые игры или вот презентация кого-то, как у авиакомпании Победа. Поэтому просто продумайте каждый из этих этапов, как вы себя будете позиционировать, что вы, в общем, будете говорить, какая ваша общая цель, да, главное помнить, да, то, к чему и кем вы являетесь, и вы с успехом сможете пройти все эти этапы отбора. Ну, а в следующем видео я обязательно расскажу, как же успешно пройти каждый из этих этапов, какие существуют лайфхаки, каким опытом личным я могу поделиться с вами, чтобы вы наверняка с успехом прошли любое собеседование в авиакомпании. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь обязательно на канал, если вам интересна жизнь и профессия бортпроводника, а также на мой инстаграм, где я показываю будни стюардессы. До встречи в следующем видео.